Ой, друзья, здорово всем! Бывает, сидишь, вроде погода нелетная, такая промозглая, дождливая, дождище лупит, но хочется какого-то шика. Например, воды из родника, родниковой водицы хочется. И ты такой думаешь, несмотря на дождь, выйду, прокачусь, добуду. И пока выходишь из подъезда, дождь уже раз и почти закончился. Я знаю, что мало кто осудит такое поведение, потому что оно с легким блеском авантюризма. И мы сейчас с вами едем водицу добывать из родника. Сейчас в Лошадский парк, потом из Лошадского парка немножко там в сторону Лошадцы. У меня с собой 3 банки, 2 железные. Одна из них велосипедная моя, 700 миллилитров. Потом литровая железная, большая, огромная, похожая на огромную лампаду или урну для праха. Хотя на самом деле это моя странная большая банка для воды. Ну и пластиковая бутылка, литровая тоже. Вот мы сейчас увидели, как киоски в Ложском парке завершают работу, приезжает бус, там что-то забирает, разгружает, погружает и увозит. Это знаменитая ложбинка в Ложском парке от хладокомбината до центра парка. Я ее называю Лошанское ущелье. Впоследствии я даже весь Лошадский парк и даже саму Лошицу называл Лошанское ущелье. Ну, на манер, знаете, как были войны в Чечне, в нулевых. Шатойское ущелье, Такойское ущелье, Этакойское ущелье. Поэтому Лошанское ущелье вполне себе гармонично вписалось в мой лексикон. Ну вот, народ как на везде не так уж много. В такую пору дождливую. Это, причем надо учитывать тот момент, что отсутствие дождя сейчас, это не означает отсутствие дождя 10 минут назад. 10 минут назад он был, когда я выходил из дома. Точнее, когда я собирал велик, одевал куртку. И вот, когда я оделся и вышел, к своему удивлению заметил, что дождя как бы особого и нет. Так, мелочь какая-то, ерунда совсем, которую дождем назвать-то сложно. Так, ребятки, надо было свернуть направо поранее, поэтому дадим немножко кругаля. Ступеньки, ладно. Ладно. Ступеньки так ступеньки. А вот и снова дождь начался. Либо это может быть, кстати, не дождь, а просто шевеление ветром крон деревьев с соответствующим шумом и опаданием скопившейся влаги на листьях. Вот тут обычно полно отдыхающих, ну, в погожие деньки и в погожее время. Сейчас надо учитывать, сейчас где-то 22:00-22:30. Вот тут обычно куча людей с мангалами. Сейчас их нет, ну, по вполне понятным и объяснимым причинам. Даже несмотря на эти навесы, скамеечки все равно мокрые. Как минимум наполовину. Жопам сидеть мокро, штанишкам, шортам, юбкам быть намоченными. Если пытаться под этими навесами сидеть. Так, ну вот тут дамбочка. Вот тут у нас гостиница, ресторан, какой-то свадебный комплекс. ЗАГС, там ШМАКС. Всякие такие штуки. А родник наш вон там расположен, подземный. Подземный родник. Я не удивлюсь, если он окажется даже святым, потому что вот там вот в том же направлении, в котором мы едем чуть дальше, там же находится и церковь, в котором
в котором набирают священную, там, свинцоную, святую воду, короче. Вот наш родничок, смотрите. Пожалуйста. Вот отсюда мы сейчас водички и наберем. Вот мой рюкзачишка, где все мои бутылки. Раз бутылка. Два, похожая на урну или на лампаду. И три, собственно, моя велобутылка. Ну вот и все, 3 бутылочки наполнены, друзья. 3 бутылочки наполнены. Родничок отдал нам все то, зачем мы к нему сегодня прибыли. Я думаю, надо с чувством благодарности к роднику и к ресурсу, который он нам дал, погрузить собранную водичку в мой вещмешочек, потихоньку отправиться в Освояси. Напротив родничка вот такое болотце. Ну как болотце? Канал речки. Но судя по проточности воды, низкой проточности, и кувшинкам, и прочим лилиям, тут скорее болотце. Там шумно, слышите? Как там шумно? Это дамба шумит. А вот и котик. Котик, котик, котик. Жалко, я не взял еды для котика, чтобы котика покормить и приголубить. Прикормить и приголубить пушистого братика, возможно, бродячего. Но это не обязательно, потому что там где-то метров 500 за родником наверху частный сектор, и может быть особо храбрый котик. Вот он. Котенок. Эй ты морда. Эй ты морда ушастая. Он мог прибежать с частного сектора. Но далековато все-таки, полкилометров для котика убегать от дома. Блин, жалко, еды нету. Жалко, нет еды. А то бы покормил зверушку. Не думал я, что по моей дороге к роднику встретится животное. А вот и дамба-то, смотрите. Вот это дамба.
Это шумная пенная дамба. Тут всегда спокойно и тихо. Тут даже днем спокойно и тихо бывает. Ну, а красиво тут всегда. И когда тихо, и когда громко. Видите? Дома под старину, карета, подсветка, кустики. Миленько. Вот тут речка широкая, и она сливается в узенький канальчик, благодаря чему дамба шумит. Видите, какая она широкая. Благодаря этому напор воды в дамбе создает определенного уровня шум. Короче, такие дела, ребятки. Мы набрали водички, полный рюкзак водички. Литр 700, ну 2 700. Нормально лутанули родниковую воду. Но сейчас, конечно, не блэкаут, а обычная гражданская ровная ситуация, поэтому этот лут, ценность этого лута не особо ощутима, не особо заметна. А в ситуации блэкаута или подобных нестандартных, чрезвычайных ситуаций ценность этих почти 3 литров воды была бы просто несоизмеримо выше. Чистой родниковой воды, друзья. Ну что, можем прокатиться по Ложскому парку. Не знаю зачем, так просто по приколу. Прикол Ложского парка в том, что в хорошую погоду, даже в солнечный, светлый денек, тут на тропинках комаров нет. Но только отъесть метров 20-30 от тропинки вот туда. Там дохренища комаров резко появляется. Вот такая матушка природа. Суровая и беспощадная. А еще тут недавно фильм снимали, там, где мы крутились возле большого здания, это поместье графа. Бывшее. Буквально 2 дня назад я проезжал тут на велике и смотрю, куча киношных трейлеров стоит по кругу. В том числе и мотоциклы какие-то интересные, недешевые какие-то тачки, типа Ford Mustang. Ну, заметные, приметные тачечки. И возле одного из трейлеров крутятся малышки. Девчушки такие. Молодые девчушки, таких платьишко с коротенькими юбочками в оранжевых. Причесочки такие у всех, не знаю, парики или прически, может парики. А-ля 1920 год. Такие, знаете, белая каре с кучеряшками. Не с кучеряшками, а с волнистыми, короче, волосами. Такой волнистое каре.
Я подъезжаю к группе этих малышек. Говорю, что вы кино снимаете? Говорят, ну да. Я говорю, а что за фильм? Замешкались, затушевались, не знаю, что ответить. Говорят, вы знаете, мы не уверены, что мы имеем право говорить вам, что за фильм. Я говорю, ну ладно, девчонки, не буду вас подставлять. Не буду вас подставлять. Можете сохранить свой секрет в тайне. Так, где-то у нас тут была дорожка справа. Ой, точнее слева. Но сейчас я ее, ну, как бы не очень она комфортная. Хотя давайте попробуем форсировать. Вот такая, короче, история про киношников. Ну, будем ждать. Как только увижу танцующих девчонок, типа а-ля кабаре, в оранжевых платьишках, буду знать, что это те малышки, которые вели беседу со мной. Ну да, смотрите, дождливая погода, людей особо нет. Нет людей, какие-то случайные встречаются. Экстремальщики. Экстремальные головы. Ну, не могу их судить. Это нормальный прикол. Экстремальное развлечение. Сам такой, как говорится. Нам зеленый свет, друзья, валим по зеленому. Самокатное движение. Вежливая самокатчица. Вежливым самокатчикам всегда мой респект. Потому что вежливых самокатчиков меньше, чем невежливых. Часто встречаешь абсолютно отбитых пикселей, которые носятся вообще, положив все, что можно положить на правила дорожного движения и понятия человеческие и прочее.